Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Второй прогноз на 2026 год. Старинный цыганский пасьянс, события с первых дней года и до конца мая. Давайте узнаем, что же там произойдет, что случится, чего в принципе ждать, к чему быть готовым. Наверное, это самое главное. Кто-то спросит, а почему такой странный временной промежуток? Точка нового отчета 26 апреля. Это время, когда планета Уран переходит из знака зодиака Телец в знак зодиака Близнецы. И к этому времени у нас складывается такой дуэт могущественных двух планет, которые отвечают за трансформацию и перемены. Это как Уран в Близнецах и Плутон в Водолее. То есть две планеты в воздушных знаках зодиака. Именно запускается в этот период, конец апреля, какой-то невидимый для нас механизм, но тем не менее именно какая-то перезагрузка, словно петля реальности нашей, или, как это физики говорят, петля времени, меняет для нас конфигурацию нашей жизни. Перезагрузка матрицы нашей судьбы, если хотите. И нам неизбежно придется, может быть, уже в мае, не только к чему-то адаптироваться, но и организовывать нашу жизнь как-то иначе. Это весь 2026 год своеобразный небесный мост между прошлым и будущим. Но если мы сказали петля реальности, с чем это связано? Нарушаются причинно-следственные связи. Если раньше у нас, может быть, график жизни где-то напоминал, временами пусть и была синкопа, но в основном это какая-то линейная, более такая понятная, да, функция, траектория, то теперь это где-то может быть сопряжено с путанным графиком нашей жизни или с каким-то происходящим где-то и хаосом вокруг, не без этого, потому что две планеты меняют или пытаются изменить, может быть, и качество нашей жизни, наши планы, но чаще всего это будет сопряжено с тем, что, как это на нас отыгрывается, когда несколько этапов прежней вашей жизни, несколько этапов, словно сходятся в одной точке. Может быть, это будут и ваши мечты, проекты, которые вы когда-то отложили в дальний угол стола. Либо вы о них вспомните, либо, как в обстоятельствах будет возможность. Или даже вас подтолкнут какие-то обстоятельства. Безусловно, возможностей много, но они идут в каком-то новом ключе. Вот давайте с вами узнаем. Останемся реалистами, конечно. Всегда об этом говорю, потому что любой прогноз, расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но подсказочки какие-то мы получим. Вот давайте. На пороге каких событий вы стоите с первых дней года? Чего ждать? Что произойдет? К чему приготовиться? Но это то, что я сказала до карт. Молния. Скорое известие. Как по судьбе. От чего-то мы не уйдем. Давайте посмотрим, что там дальше. Победа, мои дорогие. Какая-то победа, которая по судьбе, но, может быть, это будет как свидетельство, которое скорое. К примеру, решится быстрее какой-то вопрос. Или это, знаете, как сама по себе новость. Вы занимались каким-то делом, темой, а теперь у вас победа, и вы об этом узнаете, да? Может быть, вы предполагали по дистанции как-то иначе. Вот здесь ускорение каких-то событий самих по себе может быть. Я, конечно, допускаю, что все эти три значения, они как сами по себе. Да, есть и победа в каком-то вопросе, и, может быть, в другой сфере жизни вот вы получаете такое известие, скорое, молниеносное, но, в принципе, судьба для вас, значит, у каждого будет выкладывать какой-то свой жизненный узор. А победа у кого-то может быть и в личной жизни, да, какие-то вопросы, темы, связанные с родственниками, с партнерами. Может быть, это у кого-то вопросы, кстати, дома, потому что у нас на начало года, если мы говорим, еще в Тельце находится Уран и в ретро-движении.
А ретро– это всегда с приставкой «пере». Что-то переделать, переписать, перезаключить, будь то контракт, договор, соглашение. И, может быть, это вы как раз тут что-то и определяете, даже документально. И это вас и радует, и есть в чем-то победа, и словно высшие силы судьба вам помогает. Переживания. Вот череп– это не есть что-то конкретное, материальное. Но это то, что мы себе можем надумать. Вот это точно. Поэтому, ну, я не исключаю, конечно, анализ, да, происходящих дел, но, видимо, не анализируйте слишком. Вы сильны, мои дорогие девы, как аналитика именно своей, критическим мышлением. Но это не про эмоции. Но, может быть, периодически мы все-таки нас одолевают, точнее, эти эмоции, хотя не всегда это относится к делу. Мы можем думать, получится, не получится. Может быть, у вас какая-то многозадачность, то есть есть победа, да? А вот есть еще и закрытый путь. Конечно, это значение будет говорить о том, что есть победа и какой-то вопрос вы закроете на долгий период времени. Как вот да, до точки что-то мы довели и понимаем вот по этому замку, что нам не придется возвращаться к этой теме снова и снова. У кого-то и так, поэтому тут перекладывайте на себя. Может быть, и переживания где-то из-за того, что, ну, как-то на какой-то период жизни, да, ну, вы или не видите, или пока ситуация какая-то такая двояка, или двояко складывающаяся, или, ну, знаете, как вибрация, как на качелях. Но я так вижу, если вы действительно хотите что-то завершить, то у вас получится. Я, конечно, могу точно так же предположить, что и вы сами можете что-то переиграть. Собирались в одно место, а потом решите, что нет, я туда не поеду. Может быть, это и словно пространство нам закрывает какую-то дорогу, да? Может быть, надо сказать, что уран, хоть мы и говорим, ломает нашу жизнь. Уран ломает восприятие нашей жизни скорее. Он никогда не забирает то, что служит нашему прогрессу. Он, наоборот, нам дает какие-то варианты. А когда мы где-то подувязли в том, ну, что мы представляем или что мы хотим, а для прогресса или для будущего это как-то, ну, не получается резонанс, вот тогда и происходит то, что для нас где-то сложновато, потому что мы к этому не готовы. Значит, где-то новые пути, подходы вам точно придется искать. Может быть и так, но я надеюсь, что для большинства из вас это будет, правда, какой-то, ну, как закрытая тема или закрытое дело, решенный вопрос, мои дорогие. Вот как-то так. Но, конечно, мы все разные. Может быть, и так сложится у кого-то даже, да, вот сердце. А, Ваша, к примеру, какая-то помощь безграничная, может быть, была, или был такой человек, с которым хочется, мы ведь все разные, да, хочется как-то подвести к итогу ваши отношения, а тоже все вот до этого времени не получалось. Может быть, даже для кого-то это тягостная ситуация, и в итоге она тоже подходит к концу, к завершению. И пока я с вами говорила, я смотрю, что мы можем соединить. И крайние ряды по горизонтали и по вертикали как раз мы можем соединить, но я не вижу у вас совпадений, правда. Поэтому мы с вами пойдем вперед, раскроем карты пасьянса. То есть это у нас события с первых дней, да, года. Что нового войдет в вашу жизнь до конца мая, мои дорогие, в 2026 году? Что нового войдет для дев в 2026 году до конца мая? Вторая карта– важное событие или чем запомнится вам 2026 год. Что или кто появится неожиданно до конца мая как минимум. Событие, которое изменит вашу жизнь, опять же, в 2026 и до конца мая. Что вас будет радовать, в чем ваша сила
в 2026 году в целом. И достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Это как потоковая информация. Что нам подскажут карты? А для вас это нужно услышать или важно знать. Итак, что же там идет, спешит в вашу жизнь? Ого! Вообще вот эта карта в некоторых колодах Таро, ну и в принципе как по Таро, да, как, скажем, то, что арканы к чему что относится. Это планета Меркурий, ну хотя это чаще близнецы, это где-то вот Уран в близнецах, ну и ваша-то, мои дорогие девы, планета-управитель, как у близнецов, Меркурий. Но, видимо, есть еще те какие-то фундаментальные вопросы. Вы можете как раз вот эту петлю реальности, петлю времени как-то по-особому чувствовать. Потому что, с одной стороны, тот Уран, который в Тельце, и год начинается, когда ретро-Уран, мы переделываем, что-то переиначиваем, да? И вы, хоть и не Тельцы, но вы относитесь к знакам зодиака стихии Земли. И вы этот период, и предыдущие даже 7 лет, вы тоже чувствовали как-то особенно остро в той или иной теме, в том или ином вопросе или, ну, как в сферах нашей жизни. И теперь, когда перейдет Уран в Близнецы, да, вот за время от начала года, как минимум до 26 апреля, вам может показаться, это вот одна какая-то стезя, как одна тропинка, жизненная дорога, да, а потом все равно вот умелая работа с информацией, что-то переделать, перестроить. Меркурий, хоть близнецовский Меркурий, это несколько иная как бы конфигурация, это скорость где-то, это быстрая возможность самого себя перестроить на новый лад, вот это будет очень важно. Где-то не застрять в наших предубеждениях. Близнецы, они быстро анализируют. Это быстрая где-то мысль, быстрая аналитика, быстрый интеллект. Но Меркурий-то ведь и ваша планета, вот поэтому вам придется, видимо, другого выбора нет, стать магами и волшебниками. И это великий практик, это не про магию вот ни разу. Но, видимо, такая обстановка, что вам действительно как лавировать где-то, балансировать придется, потому что мы можем с чем-то не соглашаться. А для пользы дела или с кем-то не соглашаться, а для пользы дела нужно однозначно держать баланс. Вы понимаете, но ваша сила возрастает, что нового идет в вашу жизнь. Это могут прийти совершенно новые люди, новые ситуации, в которых вы, возможно, просто не были. Хочешь, не хочешь, придется вам быть этими магами. А это правда. Потому что это где-то и неожиданные могут быть ситуации. Старший аркан, посмотрите, как минимум до конца мая вам сразу раскрыл, с чем вы можете и столкнуться, и какая сила в вас, мне нечего добавить. Важное событие или чем вам запомнится год. Деньги, мои дорогие. Да, иногда это карта эгоиста, но вообще эгоист тут, знаете, не подзастрять все-таки в своих предубеждениях, иначе Уран, он обязательно нас поправит, но он может поправить не в тот момент, когда нам мелкую коррекцию, вот как по магу, нужно внести, а когда вот именно что-то ломает, зачем нам это нужно. Поэтому магами быть необходимо. И, кстати, магами быть необходимо для собственного блага. Ведь эта карта финансовая. Она, хоть и кубки у нас, но это больше, когда мы довольны. Когда мы именно довольны, идет все так, как нам нравится. Так, как мы бы этого хотели. Или, по крайней мере, с большим процентов плюсов достижений для нас. У нас как будто хозяин таверны показан, да, и он поднимает кубок за здоровье свое и посетителей. Вот вас будет точно что-то радовать. Это какое-то важное событие, когда, ну, вы сами набираете вес. Я имею в виду не вес, тут, скорее всего, у нас там конфигурация идет такая Сатурна, что кому это интересно, мы можем даже сбросить этот вес, а потому что дел будет много. Вот это да. Тут мы и к здоровью будем, но это я так попутно несколько иначе относиться. Ну, просто все в видео не расскажешь. Ну, а по здоровью я, в принципе, не рассматриваю. Но если мы говорим как вопросы имиджа, тут ведь это тоже может перекликаться. Так вот, здоровье– это основа, на которую мы строим, как, знаете, новый имидж. А имидж– это то, как нас воспринимают люди. И хоть и говорят, встречают по одежке, провожают по уму. Так провожают по уму.
А вот первое впечатление, которое запало в душу, оно очень крепкое. Поэтому кто-то из вас о себе будет менять шаблон. Кстати, такое вполне вероятно. И у вас получится. А что у вас не получится? Тут, по сути дела, достижение. Но у кого-то это конкретно мы спросили, важное событие или чем запомнится 2026 год. Кто-то, а уран у нас все дробит, была одна работа, а будет, допустим, вторая. Дополнительный доход, пассивный доход. Ведь это хозяин, мы говорили, да, таверны, ресторана. Это значит какое-то личное дело, личное творчество, личное, может быть, даже хобби, которое вы будете монетизировать. И для вас тогда ситуация финансовая, понятно, будет тоже более стабильная. И по урану, как я сказала, раздробить, да, был один источник дохода, теперь это два. Или вы, возможно, хранили деньги в одном месте, ваши накопления какие-то, а теперь вы их как-то распределите. Вот уделите этому внимание тоже. Такая подсказочка. Что или кто появится неожиданно? Ух ты. А вообще мне надо заканчивать наш расклад. Но, может быть, не все просто. Да, вот мы с вами смотрели, но это точно по судьбе. У кого-то выйти из одиночества. Я вот, кстати, этого не сказала, но есть тут такие значения, когда, ну, я уже не буду подробно рассказывать, с учетом именно креста, когда для тех из вас, кто был в сольном варианте, по крайней мере, может состояться новое знакомство. Карта императрица– символ нового «я». Но опять же, отчасти это дипломатия. Но это вопросы дома, вопросы семьи, вопросы пары, финансового благополучия и реализации ваших собственных планов. Здорово. Для кого-то из вас, к примеру, мои дорогие девочки, это ваша, как ваш статус, тут действительно имидж проходит, должен быть как-то вами пересмотрен. Можно, кстати, что или кто появится неожиданно. Вот пересмотрели статус, как и сломали себе какой-то стереотип, и вам пространство откликается новыми контактами, новыми возможностями. Тут, правда, какая-то, опять же, миссия. Вот на протяжении последних моих раскладов у вас все время идет какая-то, знаете, главная тема, которую, условно, вы, мои дорогие девы, должны создать. Или, может быть, как миссия, вот именно как-то себя проявить. И это за счет того, что у вас очень важные арканы выпадают, причем старшие арканы. И тут более такой длительный период до конца мая. Это действительно как символ нового «я». Мои дорогие мужчины, важная женщина в вашей жизни. Может быть, я допускаю мама, может быть, и руководитель научного проекта. Но все же, это больше личная жизнь. Тепло домашнего очага– это любимая женщина. Событие, которое изменит вашу жизнь, ну вот по судьбе. Слушайте, мне нечего сказать. Вот вам прожить какую-то собственную жизненную историю, но в другом ключе. Видимо, среди вот этих изменяющихся петель реальности, даже если словно пространство, время преломляется. Ну пусть оно преломляется, ведь для вас открывает по судьбе новые перспективы. И кто-то, ну, действительно, может быть, и ведь часто это идут, знаете, как процедуры, потому что это где-то система иерархии, ну, где-то и порядка, и закона. Это то, что традиции принято в обществе. Иногда это тоже важные документы, подписание таковых или оформление, а у кого-то это оформление взаимоотношений. Ведь по этой карте идут бракосочетания, венчания, мои дорогие. Конечно, мы все разные. У кого-то обратная история, но, может быть, вам тоже ее нужно уже до логического конца довести, и у вас получится. Это, по крайней мере, довести, вот, наверное, тут я вижу. Есть те вопросы, у каждого из вас свои, которые как раз вам и хочется, знаете, как под знаменатель подвести и закрыть куда-то путь. Получится. В тех или иных темах. Что вас будет радовать, в чем ваша сила? Вообще удивительный расклад. Туз пентаклей. Начало, возможности, важная информация. Сильная позиция по деньгам, мои дорогие. Да. Может быть, какой-то важный документ, бумагу какую-то вы подпишете. Соглашение, контракт. И это как новая точка отсчета. Я могу допустить, что
В зависимости, наверное, от того, чем вы занимались в предыдущие месяцы. И мы говорим, ретро-уран в Тельце, он на вас оказывает влияние. Тут какая-то история может уходить, знаете, корнями в 2024 год. Она, в принципе, может уходить корнями 7 лет тому назад, да, когда Уран вошел в Тельца. И это все равно каким-то образом сказывалось на вас. И это, возможно, как я говорила, был сложный период. Но в конце 2024 года, когда создалась точно такая же конфигурация, как в конце 25-го, и вы это могли чувствовать, некоторые как пересечение ваших планов, возможностей, и вы как будто уже возобновили что-то или пытались что-то сделать, да? И, может быть, к концу 25-го тоже эта тема повторяется, но уже теперь прогресса больше. И вот теперь в 26-м, как врата открылись. Вот я такое могу предположить. Причем врата открываются, смотрите, если ретро-уран в Тельце пробудет до 4 февраля, это еще ретро, обратное движение, и мы говорим возврат каких-то ситуаций, возможностей, да, что-то переделать. А с 4 февраля до 26 апреля уран, он директный, он прямой. Здесь как раз мы траектории с большей ясностью выстраиваем. А вот уже после 26-го, вот там будет интереснее, когда Уран войдет в Близнецы. Там себя Уран чувствует все же более комфортно, нежели в тяжеловесном Тельце. Ну, для вас там что-то закрутится, но это словно по судьбе и для счастья. Карта совет. Критическое мышление. Надейся сам на себя. Надейся сама на себя. Прообраз Юдифи, как известно, отрезала, так отрезала. Будут те проекты, в которых вам участвовать не нужно. Будут и персоны, с которыми вам нужно быть очень аккуратными. И при этом надежда вот эта на самого себя вам дает независимую позицию. Когда мы молчим, не рассказываем о себе много, ведь никто не знал, куда эта Юдифь пошла, правда? Я уже не повторяю эту историю библейскую. Ну, кому интересно или кто не знает, вы найдете это точно. Но, тем не менее, это благодаря аналитике, критическому, опять же, мышлению, где-то внутреннему настрою, мужеству, не без этого. Она ведь решилась. И благодаря тому, что, видимо, был такой решительный человек, и где-то молчание помогло, потому что вообще, в принципе, счастье, удача любят тишину. Ну и никто не знал. А стало быть, никто не помешал, мои дорогие. Это ведь тоже имеет значение. Мы совет с вами смотрим. Так вот, вам не будет помех, если где-то в ваших планах знаете только вы. Я имею в виду о грандиозных каких-то планах. И держите все под контролем. Иными словами, будьте магами и волшебниками. Нет у вас других вариантов. А как будто это по судьбе. Ну тогда и... Я уже не повторяюсь, это, наверное, все то, о чем я долгое время говорила. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы. Я благодарю за ваши искренние добрые комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной, читайте мои публикации на моем сайте, подсказок, поверьте, будет больше. Там у меня иногда расписано буквально по транзитам, и это значит определенные конкретные даты. И стало быть, что-то вы распланируете более точно. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.